Привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот малыш штатив, но который не является каким-то дешевым вариантом, а именно хорошим, даже можно сказать, как заявлено на самой упаковке, профессиональным мини-штативом, компактным. И приходит он вот в такой вот упаковке с изображением самого штатива. Эта упаковка запакована была в обычную пупырку. Сейчас мы заглянем внутрь, как он изначально приходит, рассмотрим его внешний вид и будем тестировать. Средняя цена штатива $30. Это очень приемлемая цена за такое качество с такими возможностями. Внутри упаковки транспортировочный чехол, благодаря которому очень удобно его переносить. У чехла есть собственная ручка, которую одеваем через плечо, змейка. Не до конца, потому что в нижнюю часть устанавливается большая часть штатива, ну а здесь уже лежит сам штатив. Самая тяжелая часть у штатива — это его верхняя часть, где находится вращающаяся головка и все механизмы с креплением. Поэтому я рекомендую для удобства ношения опускать именно ее внутрь, а ножками вверх. Тогда и доставать будет удобно. Упакован в пакет. И небольшая инструкция. Как на самой упаковке, так и в инструкции указано, что это профессиональный штатив. И кто-то, возможно, скажет, что за $30 нельзя купить профессиональный. И в чем-то вы будете правы. Но с другой стороны, если посмотреть на штативы, которые стоят приблизительно $12, им грош цена. Лучше купить этот штатив, и он вам прослужит не 1 год. Может быть, даже не 1 десятилетие. Ведь качество материалов, сборки и сам бренд, который зарекомендовал себя за многие годы, он действительно отлично подходит для обычных повседневных съемок, блогерам, фотографам, может быть, для каких-то других нужд. И можно не сомневаться, что он вас будет полностью удовлетворять. В инструкциях все в картинках очень хорошо расписано. Какой градус вращения, куда вращается, куда извлекать, как настроить и даже при каких температурах можно работать. Но если у вас есть хоть какой-то опыт в работе с штативами, то вы быстро с ним разберетесь. Ну а в нашем обзоре вы сможете детально узнать его строение и лично мой отзыв, потому что опыт уже имеется. У нас это не первый штатив, у нас есть очень большой арсенал разных вариантов штативов, и мы вам скажем свой отзыв в конце этого видеоролика. Как только мы его достали из чехла, его состояние в собранном виде 50 сантиметров. Этот штатив состоит из 3 ног, поэтому это своего рода штатив тренога. Внутри у него находится еще одна трубка, которая поднимается с помощью специального механизма. Внутренняя трубка состоит из 2 материалов. Внутри находится алюминиевая трубка и покрыта полностью пластиком. Эти ступени позволяют регулировать подъем. Единственный минус, который я заметил, что если хорошенько надавить, то автоматически начинается опускаться вниз. То есть вы можете как поднять без этой вертелки, так и опустить. Это не совсем хорошо, хотя производитель предусмотрел некоторую фиксацию. Вот эта часть поднимается и упирается вот сюда. Но если сильно надавить, отщелкивается автоматически и опускается. Но самопроизвольно он не опускается вниз. Вес, который выдерживает данный штатив, это 5 килограмм. То есть он легко подойдет для каких-то фотокамер типа зеркалок с объективами. У головки есть площадка, она съемная и снимается с помощью вот этого механизма. Оттягиваем в бок, он слегка пружинит здесь, и после этого уже поднимается эта площадка. У нее есть специальный ключ с резьбой 1×4. Можно закрепить любую камеру с этой резьбой или какой-то переходник. Площадка выполнена из резины, благодаря чему скользить не будет. Вся эта часть также выполнена из пластика, как и сама крышка. Оттянули ключ, назовем его так, и закрываем. Также для изменения угла съемки в горизонтальном или вертикальном положении можно отжать здесь механизм и повернуть на бок. Например, я хочу снимать в портретном режиме, и тогда фотоаппарат уже будет висеть боком. Здесь мы зафиксировали. Точно так же можно и выставить какой-то другой угол, зажать, и эта часть уже держится очень крепко. Вообще механизмы крепления везде
по моему впечатлению, выполнены из очень качественного пластика. Если площадка эта опускается и зажимается, сама по себе она уже не болтается. Теперь ознакомимся с рукояткой и вращением влево-вправо, вверх-вниз. Для того, чтобы вращать его по кругу, необходимо отжать вот эту сбоку гайку. Она достаточно удобная, имеет слегка такие прорези для пальцев. Отжали, после этого головка достаточно туго вращается, как будто не хватает смазки. Но немножко поигравшись с ним, я понял, что это даже хорошо, потому что можно добиться плавности. Не будет никаких рывков во время съемки, и вы плавно будете вращать влево или вправо. Остановили, и он держится. Если вам нужно максимально зафиксировать, то здесь необходимо зажать эту гайку. Чтобы изменять наклон вверх-вниз, необходимо использовать ручку. Она имеет на конце резьбу и по сути выполняет своего рода зажим. Если она до конца зажата, то я не смогу изменить ни вперед, ни назад. Для этого мне необходимо отжать несколько раз, после этого она начинает двигаться. Тоже очень туго. Тоже можно добиться плавности. То есть сама она не падает. Даже если она хорошо отжата, она не падает и будет держать камеру. Своего рода такой экономный вариант качественного штатива. Также вы видите, здесь находится уровень, который позволяет увидеть, насколько ровно установлен штатив. Обычно я никогда туда не заглядываю. Я ориентируюсь по горизонту, тем более если у меня есть электронный выравниватель горизонта в самой камере. То есть я не заморачиваюсь, камера сама подстроила и всегда работает безоговорочно. Претензий в моей камере на такой алгоритм вычисления ровно-неровно меня очень радует. Ноги штатива и его секции выполнены из сплава алюминия. Очень нравится, что здесь есть рукоятки для того, чтобы можно было держать, может быть, как-то установить или просто даже для переноса. Они выполнены из мягкого поролона, и на одной из них нанесен логотип белым цветом. Есть и другие цвета, именно окрашен металл в другой цвет. В нашем случае мы заказывали черно-серый штатив. Есть и другие цвета, а именно окрашена металлическая часть. Можете ознакомиться на сайте, какие есть варианты. Кстати, ссылка есть в описании, где я покупал, причем с небольшим кэшбэком от Beckett. Так что можете так же, как и мы, экономить. Переходите, вся информация об экономии есть в описании под видео. Зарегистрироваться и активировать промокод. 3 ноги штатива больше открыться не смогут, чем вот сейчас вы видите. Почему? Потому что у них есть ограничитель. Он вот так вот двигается. И чтобы он просто так не двигался, можно зажать. Вот эта часть, она вращается. Зажали. И больше сдвига никакого нет. То есть автоматически или случайно кто-то зацепил, эти ноги не складутся и он не упадет. В самом низу центральной трубки находится крючок, на который можно повесить аксессуары, сумку фотоаппарата или же какой-то утяжелитель. То есть добавить веса, чтобы штатив на улице, например, случайно кто-то его не зацепил или, например, сильные порывы ветра не перевернули штатив. Я иногда использовал такой вариант, чтобы утяжелить, и тогда этот вес хорошо тянет. А бывает, сюда креплю еще Powerbank на своих штативах, чтобы камера могла снимать несколько часов, при этом я не задумывался, куда его подцепить, или сюда, а просто цепляю на этот крючок, провода достаточно, чтобы он висел и полноценно работал. Все крепления каждой ноги штатива также выполнены из пластика, а с внутренней стороны каждая нога имеет шуруп, и его можно выкрутить для того, чтобы можно было произвести какой-то ремонт в случае надобности. Каждая секция, как матрешка, спрятаны одна в одну. Есть 3 замка. Один замок, второй и третий. Этот замок надежный, его легко настроить, то есть нам достаточно просто извлечь одну секцию, вторую, третью, а это у нас, будем называть ее бокс для этих 3 секций. И теперь необходимо каждую зафиксировать. Эту здесь, здесь и здесь. На конце выдвижной секции есть вращающийся со скрипом вот таким вот ножка, благодаря чему она будет устойчива. Она выполнена из жесткой резины, имеет внутри вот такое вот строение, напоминает копыта коня. И вы сможете придать любую форму. Этот скрип пусть вас не пугает, это резина с пластиком, поэтому будет очень устойчив на поверхности. Чувствую, как резина сопротивляется. Давайте проверим замок. Сейчас я его, вот видите,
Открыл, закрываю и попробую продавить. Ну, очень сильно давлю, только тогда он плавно заходит. Но лучше так не делать. Этот тест я провожу для того, чтобы понять, не будет ли самопроизвольно заталкиваться даже с закрытым замком одна из секций. При этом будет нарушена стойкость, и он просто упадет. Проверку прошел, с ним все нормально. Вес этого штатива 1 килограмм 158 грамм. Устанавливается он быстро. Нам достаточно открыть на каждой ноге по 3 замка. Сделать вот такое вот движение. Зажимаем все замки и раскрываем. Его максимальная высота 1,20 м в сложенном состоянии без этой верхней трубки. А если мы еще поднимаем и фиксируем, то его высота 1,45 м. Я 2 метра. Для съемки мне очень подходит. Начинаю подстраивать под себя и могу уже производить съемку. Собирается он также быстро. Готово. Осталось правильно зафиксировать головку. Вот в таком вот состоянии. Зажать, чтобы ничего, если мы сложили, не болталось. И отнести в мешок. Сделав на него обзор, проведя некоторые тесты, и вы сами наверняка это заметили, что действительно он качественный. За свои деньги я его тоже рекомендую. Ссылка есть в описании. У нас на канале создан целый плейлист с штативами, как маленькими, так и большими, которыми мы пользуемся. А также в этом плейлисте есть обзоры на селфи-палки для смартфонов. Можете с ним ознакомиться здесь в подсказках. А я с вами прощаюсь. Оцените труд лайком. Не забудьте подписаться. И до встречи во вторник, четверг и субботу. И да, если вы подписаны, включите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видеороликах. Пока.